Это значит, что орхидеи живые, они будут расти. Представляете, какой природа заложила в эти орхидеи жизненный потенциал. Здесь и корни все черные, и живых-то нет, а ростик появился. Можно. И не мешай нам. Добрый день, друзья! Буквально 2 недели назад я вам показывала орхидеи, и мне показалось, что это анцидиум. Ссылку на видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. Эту орхидею мне отдали, и она была в очень удручающем состоянии. Я ее разделила на 3 части, и мне показалось, что 2 части, ну, совсем плохие, сухие, там бульбы были такие сморщенные, но я их не выбросила. 1 часть мы посадили, 2 я оставила. И обещала вам, как только куплю все составляющие грунта для посадки этих 2 орхидей, я вам обязательно покажу эту посадку. Ну вот сегодня как раз мы и займемся этой посадкой. Но еще хочу показать вам тоже бульбовую орхидею Мильтониопсис. Посмотрите, какой букет цветов. 5 цветоносов. И будем надеяться, что эти 3 теперь орхидеи, которые, ну, мы спасаем, тоже когда-нибудь зацветут. Но если это действительно анцидиум, то цветочки будут мелкие, но с приятным ароматом. Первой покажу вам орхидею, которую мы посадили. Сёма не мешает. Сёма. Сёмочка, иди рядышком. Иди рядышком. Или ложись сразу. Все, Сёма, лежать и не мешать. Лежать. Сёма, лежать. Там еще Ричи бегает. Вот иди с Ричи побегай. Симусь, ну уходи. Все, ладно, он ляжет. Давайте покажу, что произошло с орхидеей, которую мы пересадили. Поднесу поближе к камере. От этого молодого ростка появились корни. Они уходят в грунт. Ну, у бульбовых орхидей это чаще всего корни уходят в грунт. Новый листик. Маленький, все еще очень-очень маленькая. Так, не мешаешь. Здесь тоже растет корешок. Но все это еще очень маленькое и крохотное. Я добавила немного торфа сверху. И этот торф, вот здесь небольшие кусочки, он очень быстро просыхает. И каждое утро я опрыскиваю вот этот торф, который находится вверху. Если смотрели то видео, то знаете, что помимо того, что на этих орхидеях был клещ, есть еще разнообразная пятнистость, но я думаю, что это клещи разнесли грибковые заболевания. Так вот, сначала я вылечила орхидею от вредителей, и это очень важно, что сначала мы избавляемся от всех вредителей, и только после этого начинаем лечение орхидеи. Иначе это бесполезно. То есть мы лечим, а вредитель это все разносит. Избавляемся от вредителей, затем лечим орхидею.
И эта орхидея посаженная, посмотрите, у нее даже цвет поменялся. Она стала более насыщенного зеленого цвета. Ну, здесь как бы все в порядке. Растем, медленно, но растем. А вот две другие орхидеи. Вернее, не другие, а от этого же корня. Что я с ними сделала? Я поставила их в стаканчик, разделила кусочком пенопласта и наливала туда буквально 3-4 миллиметра воды, чтобы корни были чуть влажные. Конечно, точно так же их избавляла от вредителей. От вредителей я избавилась, теперь я их лечу. Но вот эти пятнышки, вот эта вся пятнистость, она так и останется. Но молодые росты, молодые листья, они будут расти здоровыми. Давайте посмотрим, что за 2 недели случилось с этими орхидеями. Во-первых, хоть немного, но бульбочки стали более круглыми и более плотными, не такими сухими. И у первой, и у второй орхидеи появились молодые росты. Это значит, что орхидеи живые, они будут расти. Представляете, какой природа заложила в эти орхидеи жизненный потенциал. Здесь и корни все черные, и живых-то нет, а ростик появился. Но мы с вами помним, что у бульбовых орхидей новые корни появляются только от новых ростов. А эти корни очень быстро погибают. Но здесь как бы есть живые корни. Они не растущие, но они хотя бы светлые и живые. А здесь совсем ничего нет. И вот эти 2 орхидеи я хочу посадить в разные горшочки. Но самое главное — составить для них грунт. Что я приобрела для этих орхидей? Первое — это не крупная кора. Даже если здесь есть крупные кусочки, их можно поломать на более мелкие фракции. Упаковка чистого прессованного кокоса. Не забываем, что эти орхидеи любят влагоемкий грунт. Торфяные таблетки. Сейчас мы их просто поломаем и добавим торф в посадку этих орхидей. И кокосовое волокно. И добавлю в грунт пару столовых ложек керамзита. Потому что эти орхидеи тоже любят камешки. Камешки, керамзитинки маленькие. Можно даже добавить ломаный керамзит. Давайте составлять. Мне нужно составить грунт для 2 горшочков. Каждый горшок объемом 1 литр. Я думаю, что вот этой полной чашки будет достаточно, даже много. Берем 4 таблетки торфа. Торф нужно поломать. Можно сделать мелкий. И фракцию чуть крупнее. Так, сейчас я это все достану. Просто покажу, как это будет выглядеть, а потом сделаю так, как нужно. Если такие кусочки коры, конечно, нужно сделать мельче. Эта кора хорошо ломается.
Я не говорю о том, что там 50% коры, там 20% того. Вот я все делаю на глаз. Вот как мне нравится и какое количество мне нравится того или иного ингредиента, я так и делаю. Это не принципиально. Нужно составить влагоемкий грунт. Так, следующее. Это чистый кокос. Чаще всего называем это кокосовые чипсы. Давайте посмотрим, насколько этот кокос спрессованный. Ну, не такой уж он и спрессованный. Ух, еще один помощник Так, пришел. дружок. Сыма, не обращай на него внимания. Ложись. Учись. И кокос разбираем руками. Так. И что мне еще нужно? Еще нужно кокосовое волокно. Но кокосовое волокно режу на мелкие фракции. Это Ричи хулиганит с игрушкой. Так, очень много грязи. Мусора. Очень много мусора. Так, я сейчас буду разбирать торфяные таблетки. Это на камеру можно не показывать. Ну, то есть вот так я делаю. Я уже сказала, торфяные таблетки. И торфяные таблетки тоже сюда. Ричард. Если вы когда-то покупали бульбовые орхидеи, хоть когда-нибудь видели, или обратите внимание, когда в магазине продают такие орхидеи, это может быть и мельтоний, и камбрий, обратите внимание, у них грунт похожий на землю, но это не земля, это именно кокосовое волокно, совсем небольшое количество коры, торф, вот эти кокосовые чипсы. Нужен очень влагоемкий грунт для этих тоненьких маленьких корней. Поэтому составляем такой грунт, в котором удобно и ухаживать за этими орхидеями. Но, конечно, как всегда, все будет заключаться в поливе таких орхидей. А полив таких орхидей немного отличается от полива орхидей фаленопсис. Все это пыльное. Так, пойду мыть руки и вытирать стол. Ричи, вот как ты себя ведешь? Зачем ты принес мне игрушку? Забирай. Все, иди.
Сегодня Семочка прилежный студент. Ричи шумный. А теперь давайте посадим, ну, хотя бы одну орхидею. При посадке таких орхидей надо учитывать, что бульбы должны остаться на уровне грунта. Ни в коем случае не должны быть засыпаны в грунт. Но бывают разные ситуации. Ну, например, бульбы находятся не на одной прямой. И сажать орхидею как-то косо в горшке будет неудобно. Вот в этом случае придется пожертвовать одной бульбой, и вот эту бульбу с ростом нужно обязательно оставить на поверхности. Давайте вот эту тогда будем сажать. Эта бульба уйдет в грунт. Это, конечно, плохо. Она может сгнить в грунте, что чаще всего и бывает. Но здесь без жертв не обойтись. Но постараемся, чтобы они были, ну, как можно выше над грунтом. Или после посадки около этой бульбы немного отодвинуть грунт. И еще один нюанс, как нужно посадить орхидею. То есть не по центру горшка. Мы видим ризому, которая соединяет все бульбы. И новый рост, вот он. И наверняка следующие росты будут в этом же направлении. Поэтому сажаем ближе к одной стороне горшка и даем возможность новым ростам двигаться в направлении пустого горшка. Так, сначала положу кокосовые чипсы и волокно, потом немного грунта. Корней у меня мало, поэтому приходится класть в горшок грунт, а корни пока не в грунте. Сейчас будем засыпать и корни. Ох, керамзит забыла положить. Раз забыла положить вниз керамзит, положу немного сюда. Но вообще желательно, конечно, пару ложек керамзита насыпать в сам грунт. И опять же перемешать это все. Ну, ничего страшного. Так. Немного поднимаю выше орхидею. Еще немножко кокосового волокна. И у этой орхидеи мало корней, она слабо держится в грунте. Можно подставить любой держатель или прикрепить его к листикам, или поставить вот так, пока не вырастила новые корешки. Пусть ее удерживает такая небольшая палочка пластиковая. Потом я ее уберу, как только появятся корни у нового роста. Так, нам нужно не закрыть новый рост. И он у нас глубоко куда-то ушел. Сейчас мы сделаем вот так. Вот. И вторую орхидею я посажу точно так же. Ага. Кто мурчит? Кто мне песенки поет?
Очень Здравствуйте. хорошо. Ты просто молодец, Сём. И сюда можно подставить держатель. Когда же поливать такие орхидеи? Такие орхидеи поливать сразу. У этих орхидей грунт пересыхать не должен. Корни должны быть всегда слегка влажные, как и грунт. Грунт просыхать может только на сантиметр, но это в период роста. Я обязательно буду вам дальше рассказывать про эти орхидеи. Обязательно буду их показывать, и тогда расскажу, в какое время наступает период покоя, как определить этот период покоя, потому что в период покоя нельзя так же обильно поливать орхидею, как в период роста. В этом заключается большая ошибка, и когда орхидея не растет, а ее продолжают активно поливать, начинается загнивание бульб. Покусала, ну, очень вкусная оказалась. Если у вас есть бульбы и орхидеи, подписывайтесь на канал, и вы все узнаете о росте, развитии этих орхидей и нюансы их выращивания. А эти орхидеи я сейчас полью. Так как грунт сухой, дам постоять в воде в горшках 15-20 минут, вылью воду и поставлю их на прежнее место. И буду наблюдать. Ну и, конечно, буду продолжать лечить. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Семочка. Сем.